Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова... Практически 6 часов утра показывают время. В то же время термометр показывал высокую бархатность этого сезона. И вот суровый Данил Валерьевич ведет машину, он злой, я ему вытрепала нервы, поэтому он очень недоволен. На выезде из города мы подобрали наших компаньонов, также любителей бархатного сезона. Далее нас ждала остановка в Каховке. И, к сожалению, не в доме марочных коньяков Таврия. Вот мы и прибыли на базу Фортуна. Управляющий Евгений запускает нас внутрь. Итак, что представляет из себя Фортуна? Главный плюс – вот этот огромный бассейн. Главный минус – видите вон вдалеке синее? Это море, до него метров 700. К территории и чистоте вопросов нет вообще никаких. Все везде красиво, много зелени, за всем ухаживается, все цветет. Внутри все продумано, все удобно. В бассейне есть подогрев, лежаки присутствуют. Очень понравилась идея с вечерним кинотеатром для детей. Ну и последний минус лично от меня – это цена. Мы снимали вот этот вот номер за 900 гривен в сутки. И это сентябрь, и это 800 метров до моря. В такую цену я обычно снимаю жилье за границей. Хотя по итогу могу сказать, что всем нам база очень понравилась. Так долго. Водичка, конечно, бомба. Очень бодрит, если хочешь спать. Здрасте. Забор покрасить. Покажите, что вы пьете? Что вы пьете? Пивасики, понятно. Не успели приехать, уже пивасики. Госпожа выставная, красивая, вся такая, вся. Что вы скажете по поводу бассейна, Данил Валерьевич? К этой воде привыкнуть невозможно. А я говорю, что ты низко. Как водичка. Я у тебя беру интервью, как водичка. Да? Что, не холодно? Совсем? Не успела приехать, вот уже запуску, понимаешь? Ага. Да, скажи, Александр, вот он просто крутяцкий человек. Снизу по нитке и поляна. Правда? Этот человек обычно играет на саксофоне, а сейчас вот дует шарик. Мы идем на море. Вот это все стадо, это наше. Я бы сказал табун. Так, вот идет Валентин, да? Да. Я попробовал воду. Тепленькая, хорошая вода. Мое первое знакомство, я первый раз на Черном море. Ни хрена оно не черное на вид. Мы решили проверить температуру воды, но просто так зайти в нее нельзя, можно только с разбегу. Мы предлагаем, давай, на раз, два, три мы бежим. Раз, два, три! Тут еще и мелко! Так, а кого мы тут нашли? Мы нашли Валентина. Так, что у нас там, как вода? Мутная? Понятно, мутная, это же Украина. Скорей, скорей заходи. Бежом, бегом, в смысле. А вот стоят люди, которые больше всего кричали в чате, что они хотят на море. Что им надо срочно, все срочно купаться. Когда заходим? Сейчас. Так, мы вытянули Ольгу Ивановну, она вот настраивается. Не надо делать такое лицо, все хорошо. Вода теплая. О, выдержка какая, да? Да. Но медуз нету. Так что вы можете сказать о море? Жара. Водичка, парное молоко. Это правильно. И так бывает в нашей тяжелой операторской работе.
Итак, первый раз на море мы такие побывали. Ну и решили, что надо после него чуть-чуть охладиться, потому что оно было недостаточно холодное. По ощущениям это выглядело приблизительно вот так. Возможно, от холода Катя так себя странно и ведет. Итак, первый заплыв на море совершился. Что Александр может сказать нам о Черном море по сравнению с тем, где мы были раньше? Холодно. Ну, это понятно, сентябрь. Щипет. Бывает, бывает. Это все Шафутинский виноват, он вчера отпел. Ну ничего, я думаю, что завтра будет лучше. Это правильно. Ну а если бассейн на базе присутствует, значит надо им пользоваться. Поэтому после моря все погнали туда. Правда, в этот день было не солнечно, и поэтому подогрев, который задействован от солнца, ни хрена не работал. Ну, это мелочи для нас были. Да и вообще, при нынешней медузной ситуации в Украине, бассейн на базе ставит огромный плюс самой базе и единичку в карму ее владельцу. Да и вообще, девочки наши купались немного, но зато постоянно чилили возле бассейна на лежаках. На чиле, на расслабоне. Не, ну а почему нет? Мы можем себе позволить. У нас всего платят. Так никто ж не против. Дети тоже культурно проводили время. Что нам обещают сегодня? Ай, красота-то какая, ребяточки. Это бомбина. Это бомбина. Так, а тут все, короче, вот на чиле, на расслабоне. За что мы пьем? А вот и тот кинозал, о котором я говорил. И вот Валентин решил тоже им воспользоваться. Вот именно, синевая, синева, это про тебя сейчас. Следующий день этого сезона был еще более бархатный, чем предыдущий. Утром было 9 градусов, море прям таки располагало к отдыху. Это наш рятувальный пост. Слушай, он такой огромный. Очень большой вообще. Здесь я пытаюсь познакомить Катю с медузой, чтобы она переборола свой страх перед ними. Ну а если погода не располагает, есть пиво и креветки. Придя домой, дети сразу же решили, что вода в бассейне гораздо теплее, чем в море. Под вечер вышло солнце, и мы лежали все и его просто впитывали. О, а что нам сегодня дают? Что ты молчишь? Сардельки. Крученные сардельки вермишелевые. Вкуснятина. Это макароны по-флотски имени Валентина. Фарш к макаронам 1:1. Вечером мы пошли прогуляться в центр Лазурного. Вот так вот выглядит пляж 5 сентября. Это мой первый опыт бархатного сезона, и я надеюсь, что последний. Зонтики уже собираются, лотки не работают, никакого тебе пива, никаких тебе чебуреков. Но море, конечно, присутствует, как и красивый закат. В 8 утра, понедельник, день тяжелый. Да, иди сюда. Смотрите, что тут творится. На, сразу, бах, и котлетку в зубы. Это капец какой-то. Давай, давай, давай. Это відпочинок. Давай рюмку собі мені тепер. Это бомбина. А знаете, чем отличается VIP номер от обычного номера на Экзибате? Потому что ты тут продрал глаза и можешь сразу сделать вот так. Так, и пошел Александр. А вот стоит женщина, им очень завидно, особенно вот Катерине. А вот, короче, да, и вот маньяк Валентин
не дает покупаться как положено. Эч. Вот это ни хрена себе. Боже. Ничего себе, такого я еще не видела. Алексей, я вам предлагаю прыгнуть, дабы я запечатлил этот редкий момент. Этот день был солнечный, подогрев работал, и все пользовались этим моментом. О, вон наша мама на чили, на расслабоне. А вот Алексей на чили, на расслабоне. Какие дела пошли? Бассейн прокачался. И Вика, которая считает, что мы должны снимать все время. Вот, она плавает. Да, она умеет. Все, бензин кончился. Мне кажется, что бассейн у нас какой-то херовый, холодный, да? Давай проверим. Нет? Нам Александр нам показывает. 21 градус. Угу. Даже девочки сегодня купались и сходили с ума. It's Britney, babe. I'm in that, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. А мальчики ваяли шурпу. Это тот, кто пьет виски, тут пьет и колу. Поставил на место. Дыня, я дыню порезал. Ну что, за шурпу? Да. А под шурпу будешь? А как? И таки под шурпу было. Итак, мы таки к 4-му дню собрались. Едем на Джарлагач. Десантируемся! Что там, Алексей, говорят? Отлично. Что мы сделаем для хорошего кадра? Все. Да, я его сниму, как он есть, а потом передам. Это был новый опыт даже для меня. Катер, между прочим, мы арендовали полностью, пользуясь тем, что нас много. Получилось по 200 гривен с человека. Как дела на носу? Как там дела? Обалденно, свежий воздух. Вода возле острова радовала своей красотой и чистотой. Мы приехали. А теперь можно подумать, почему люди прутся на Джарлагач. Возможно, за вот этой красивой чистой водой. Возможно, за вот этим белым песком. Возможно, просто вот за чилом и расслабоном. Возможно, за бесконечными пляжами, на которых всегда есть место. А возможно, за вот этими инстаграмными маяками. Ну, или возможно потому, что этот остров распиарен как украинские Мальдивы. Хотя могу согласиться с отзывом, который видел на Google картах, о том, что до Мальдив этому острову еще ой и ой как далеко. Основным плюсом данного места я бы выделил то, что здесь есть возможность купаться либо в открытом море, либо в заливе. И в заливе вода была значительно теплее, что 8 сентября было очень весомо. А это вот источник с пресной водой, о котором тоже все пишут. Навесы на пляже очень порадовали, это очень удобно. Это вот называется необитаемый остров. Плавучая дискотека, лайнер какой-то, куча катеров, машина для сафари, куча народа. И что там говорят? Что лучше, холодно без медуз или тепло, но с медузами? Лучше холодно без медуз. Потому что медузы, я думаю, что я их не боюсь, оказалось, очень боюсь.
Ну, Вот тогда тут купайтесь в холоде. Я лучше буду в холодной воде купаться, честно. Перед этим в заливе я проверил, медузы были, и вода там была явно помутнее, чем здесь. Также со всей ответственностью могу сообщить, что такой прозрачной воды я в украинских морях не видел. В открытом море редкие медузы такие были, поэтому мы незамедлительно начали играть в медузабол. Как оказалось позже, это была не самая лучшая идея. Ты как на Титанике вот это, знаешь? Тут же Евгений выудил огромного краба. Покажи в камеру. Класс. Итог войны медузами. 2 тела лежат, отдыхают, у меня подбит глаз. На мелкоте в заливе вода была просто сказка. Вообще красота. Так, народ, что мы можем сказать? Давайте что-нибудь скажите. Море да. супер. Слава богу, что нам жизнь дала такой шанс попасть на Да. этот остров. Вот, отдохнуть. Наконец-то начала купаться. Да. Бабки окупаются однозначно. Так как катер был арендован на весь день, он спокойненько ждал, пока мы нагуляемся, и вечером вез нас домой. Да, горловать, конечно, был хорош, но бассейн есть бассейн. А что тут у нас? Пивасик для папусика, который возил всех. Хоть бассейн был и холодным, в этот раз это никого не пугало, ведь мы были после еще более холодного моря. Валентин! Вечером у нас была инсталляция на тему «Дон Валентино решает вопросы с рулькой». Валентин поет пивом рульку. Вот наш главный технолог по рульке разделывает рульку наполовину готовую. Алексей, а что у нас сегодня? Пивасик по бокальчику. Так как Алексей нарешал нам такого вот интересного экзотического пива, даже дети выпросили немножко попробовать. Поэтому впоследствии поперлись в ночью в бассейн. Что там говорят о воде? Прохладненько. Но и наличие медуз говорит об их наличии. Да, сегодня еще и вот много именно синеньких. Итак, что это? Это медуза. Что мы думаем о медузе? Мы думаем, что она нас кумарит. После опеченного глаза я разработал новую концепцию медузабола. Евгений ее тоже оценил. Дабы погреться после моря, решили в обед похлебать горячего супчика. Суп с фрикадельками по рецепту Валентина. Чего Валентина? Здравствуйте. Половина мяса, половина картошки, 3 литра воды. Боже, Тяжелый. я не знаю, как насчет этого первого слова, но красиво идешь. Он нормально стоит? И наш Стоит, супонос. Собственная персона. Красава. Это был наш последний вечер в Лазурном, последняя бутылка рома. Пока он на разборках леса полосе, ты едешь в свою школу на автобусе. Все знают, что он криминальный адресок. Теряешься до утра, так все, только дело совсем не в нем. Если не то ты не очки, я не буду. Пользуясь тем, что кроме нас на базе было всего лишь занято несколько номеров, мы решили нарушить правила и попереться купаться в 11 вечера. Как ни странно, но вода была изумительно теплой. Возможно, виноват ром. Маньяки.
Все, поклонились и пошли спать. У нас тут очередная яичница от Валентина. Слабенькая из 20 яиц. И чуть-чуть заправок мяска, сальца. И здесь по модному рецепту сало обжаривается в сливочном масле. Вот такая вот яичница. До свидания, богини, до свидания, боги. Лето, аривидерчи, время новой дороги. Утомленные пать, утекаем лениво. Будет сниться просекко зимним аперитивом. Самолеты на старте, оставляя трофей. Года к трапу шагаем, джентльмены и феи. Океаны рыдает, отключается рай. Бэйби, осталось листа, а море, море, goodbye. Опустевшие пляжи, одинокие горы. Больше нас не услышит сайонара море. Здесь останется эхо полуночных героев, где под звездным дождем мы играли в ковбоя. По 13-м пирс